Доброе утро, добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Откуда бы вы ни смотрели это видео, добро пожаловать на мою очередную реакцию, точнее мой перевод. Это наши любимые Тhrога канал, учителя по вокалу, профессионалы, вообще мощные. И это их реакция на песню Adagio, где Димаш пел эту песню вместе с Ларой Фабиан. И, ребята, как обычно, не забываем, вот тут я поставлю, или вот тут, мой Сбербанк, моя виза и моя золотая корона. Ребята, даже 1 рубль поможет. Если 10 тысяч людей кинут по 1 рублю, это будет 10 тысяч рублей. Логично, да? И, ребята, огромное вам спасибо, кто уже мне помогает, потому что я получил уже, по-моему, 4500 рублей. В общем, огромное вам спасибо, ребята, за вашу поддержку. Люблю вас и давайте начнем. Добро пожаловать на канал. Джонни Каммингс, коуч по написанию песен и профессиональный автор песен. А я вот этот мужик, Ричард Финк, 4. И добро пожаловать на наше шоу с Димашем. И мы вместе послушаем Димаша, который исполняет песню Adagio. Мы очень этого ждали. Нас со всех возможных сторон завалили просьбами посмотреть это выступление. И мы начнем реакцию так скоро, насколько это возможно. Давайте начнем, но перед началом я скажу кое-что. Погодите, подпишитесь на канал, потому что более 70% из вас, ребята, не подписаны на мой канал. А я ведь стараюсь ради вас. И еще, ребята, если вы хотите поддержать в буквальном смысле мое здоровье, то вот моя виза-карта, мой Сбербанк и моя золотая корона. Dove trovarti? Oh my God. Butter. Non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento paralante. Quest'anima senza cuore aspetta te. How long this night without you? It's cool. My dreams surround you. I hear your voice in the rain. So good. Oh, fall into your embrace. When the time is right, I know you'll be my last Arafat. Он сказал Лара Фабиан? Он вставил это прямо в текст песни, что ли? Lara Fabian. Или мне показалось? Погоди, вот послушай. You'll be my last In my heart. Arafat. Ну, мне это понравилось. Но давайте я вернусь мыслями назад. Очевидно, он постепенно подводит нас к чему-то. Мы знаем эту песню. Раньше мы уже несколько раз смотрели, как каждый из них исполняет ее отдельно. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Наш воображаемый чат. Насколько я помню, по комментариям, она, кажется, написала текст вместе еще с несколькими людьми, да? То есть музыка уже существовала, а затем она написала слова. Насколько я помню. Если нет, то освежите мою память, пожалуйста. И давайте на секундочку поговорим о Ларе Фабиан. Особое ударение на слове «горячая» Лара Фабиан. Я пытался придумать, как перейти дальше, не говоря этого. Она очень красивая, да, этого у нее не отнять. Спасибо, что договорил за меня. Итак, эти ее деликатные, эти легкие прикосновения к нотам. В ее голосе есть это бархатистое, но при этом все еще молодое качество, которое просто моментально затягивает вас. И все ощущается так, я даже не знаю, как это описать. Я представляю, как некоторые пианисты словно гладят клавиши. Понимаешь, что я имею в виду?
Ты понимаешь, о чем я говорю? Так что здесь происходит нечто очень артистичное. Давай посмотрим на твои навыки поглаживания фортепиано. Покажи, на что ты способен. Где Шерли Джонс? Она нам сейчас нужна. She's. But there's Yeah, it's like. Если тебе нужна такая деликатная игра на клавишах, то вот тебе. Я не знаю, помогает ли вот такое мое действие игре. Нет, оно не помогает вообще. Но это очень легкая сила. Нажатие на клавиши напоминает мне тот визуальный образ, который возникает у меня в голове, когда я представляю, что она делает своей гортанью. Ее подача такая деликатная, тонкая, интимная и притягательная. И все это звучит невероятно изящно. А голос Димаша представляет собой такое интересное сочетание. Очевидно, что оба они очень искусные певцы. И так далее, и так далее. Мы это знаем. Но у него немного более оперная манера бельканто. А у нее в этом исполнении звучание немного более современное, так что получается интересное сочетание. Мы уже слышали, насколько они оба разносторонние и как способны двигаться в разных направлениях. Думаю, Димаш в этом плане немного больше, но он привносит сюда это бельканто, бельдимашанто, можно сказать. Это соединение слов бельканто и Димаш воедино. Это что-то новое, понимаете? Это его собственный жанр. В его голосе есть этот оперный обертон, но при этом в определенном смысле звучание все равно остается более современным. Поэтому очень интересно слышать эти два голоса вместе в такой обстановке. И, конечно, интересно, куда все пойдет дальше. Здесь можно провести такую аналогию. Здесь на сцене в Лондоне у нас два чемпиона Уимблдона, которые просто перебрасывают мяч друг другу. Хорошая отсылка, кстати говоря, мне нравится. Просто два гиганта. И если быстро сказать об их тембрах, то это любительская съемка из зала, правильно, да? И мы уже раньше говорили о том, как великие певцы способны преодолевать ограничения техники на Уэмбли-арена в Лондоне. Итак, да, великие исполнители просто способны подняться над любыми техническими ограничениями. И знаете, очевидно, камеры, устройства, на которые было снято, и микрофон, который записывает звук, не самые лучшие. Но великие исполнители даже при таких условиях все равно пробиваются сквозь эти ограничения. Каким-то образом в их голосе все равно сохраняется присутствие и теплота, даже несмотря на то, что микрофон паршивый. То есть, справедливости ради скажу, что качество изображения и микрофона, которое здесь используется, довольно высокое, но по сравнению со студией и микрофоном стоимостью $3000, записывающим их в студийных условиях, оно паршивое. Это совсем другое дело. Но тот, кто это снял, проделал прекрасную работу. Я знал, что ты имел в виду, я просто хотел уточнить. Да, окей, поехали. Yeah. Background singer's artsy. ease and power. Questa musica che ho inventato per te. Come on. Dude. Accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che vorrei vivere in te. Кажется, у нее проблемы с ушными мониторами, она плохо слышит тебя. Yeah, she's. Better now.
God. Dude. Yeah. Well, Oh my God. her tone. His conviction on this. Я заметил, что когда я делаю реакции на видео и слушаю высокие ноты, я делаю вот так. И знаете, это никогда не означает «О, нет, это плохо». Но если убрать звук, то, наверное, будет казаться, будто я думаю «О, нет, это ужасно». На самом деле, я просто ловлю себя на мысли «Ух ты, это превосходит все мои ожидания». Но когда поет Димаш, я уже не могу сильнее напрягать глаза. Как будто я уже не могу достаточно сильно выразить этот диапазон, эту мощь и эту убежденность. Это как словно ослеп. Обычно в дуэте мужчины и женщины женский голос, как правило, значительно выше мужского. И это совершенно не умаляет ее достоинств. У нее тоже потрясающий диапазон. И мне нравится любая возможность услышать, как она по-настоящему мощно раскрывается в более роковой манере. Это не рок-музыка. Но здесь очень мощная подача, и в ее голосе есть эта роковая манера исполнения. Это всегда удовольствие, потому что мы уже слышали ее в таком количестве разных форматов. В балладах, в балладничестве, а затем, знаете, и в более повествовательных песнях. Она умеет все. Но, чувак, когда ей позволяют просто отпустить себя, это просто великолепно. Она буквально заполняет всю арену своим голосом. Так что... Да, хорошо, а потом Димаш, я имею в виду, он берет те же ноты, которые берет она. А ведь у нее тоже высокий голос. Знаю, да. То есть, опять же, мы постоянно поражаемся тому факту, что, несмотря на первое впечатление, он, скорее всего... Думаю, мы практически пришли к выводу, что у него баритоновый голос. Если бы нам пришлось поместить его в какие-то рамки, если бы нам пришлось сказать, хорошо, согласно стандартной системе классификации нот, в бельканто, в самом базовом техническом смысле, он был бы баритоном. Так что, если перевести это на простой язык, его естественный разговорный голос на самом деле очень похож на твой и мой. Возможно, немного ближе к твоему. Мне кажется, твой диапазон немного выше моего. Возможно, на 1 или 2 ноты. И если говорить о естественном голосе, то он, вероятно, близок к тому, как обычно говоришь ты. И тот факт, что он берет D5, E5, F5 и заставляет их звучать как полноценный голос тенора, понимаешь? Но теноры не способны опускаться так низко, и именно поэтому мы об этом говорим. На первый взгляд, вы могли бы подумать, «О, он тенор». Нет, он нечто большее, чем тенор, потому что теноры обычно не способны воспроизводить эти низкие ноты с таким, как ты сказал, естественным, обертонным, хорошо проецирующимся и универсальным звучанием, которое он сохраняет вплоть до, такой ноты. Я имею в виду, мы слышали, как он пел и ниже, но, знаете, даже в районе А3 его голос остается таким же насыщенным и красивым. А еще он так проецирует звук, что тот все равно прорезается сквозь остальное звучание. Потому что мы говорим о головном голосе, об обычном головном голосе, который звучит примерно вот здесь, и обычно становится мягче. Но он добавляет к нему эту мощь грудного голоса, эту плотность и этот удар, особенно на высоких нотах. Поэтому его умение смешивать регистры просто мастерское. И вот у нас есть его ударная мощь и ее теплый, словно одеяло, тембр, которые вместе работают в этой песне. Это так интересно. Да, это как, знаешь, хот-дог. Я просто нажму воспроизведение. Я имею в виду как вкусный хот-дог. Мне нравится, как ты смог сохранять тему горячего, но потом немного сошел с рельсов. Наконец-то здесь, на севере штата Нью-Йорк, наступило лето. Начался сезон гриля, а я люблю хот-доги. Я не знаю, что в них находится, но хороший хот-дог мне всегда нравится. И не спрашивай, да. В целом лучше не спрашивать. Давай, включай. Давай еще раз посмотрим этот последний отрывок. Унисонное звучание просто великолепно. Yeah, but she's...
это просто... Да, это просто мастерски. И я до сих пор не понимаю, что с ёушным монитором, потому что я заметил это еще в начале песни. Кстати, там сбоку был кто-то из техников, кто-то из звуковой команды. И это, опять-таки, одно из испытаний и трудностей профессии исполнителя, особенно певца. Существует столько аспектов и столько препятствий, через которые певцу приходится проходить в любой конкретный день. О, да, не говори. Чтобы делать то, что они делают, особенно в данном случае, когда от них обоих постоянно ожидают чего-то невероятного. И вот это хороший пример технической проблемы. Но ей все равно нет равных, да. Итак, я только что купил новый компьютер, поэтому изображение теперь четкое. Теперь вы можете видеть, как моя картинка зависает в еще более высоком разрешении, и это потрясающе. Это, кстати, было не совсем моей целью. И да, кстати, ты прав. Способность все равно выдать такое исполнение требует внутренней уверенности. Она не слышит себя или не слышит того, что происходит на сцене в музыкальном плане, потому что звук, который слышит публика, это совершенно другой микс, не тот, который слышат исполнители в своих мониторах. Так что она с чем-то борется, но все равно остается полностью включенной и выдает такое исполнение. То есть это профессионализм от начала до конца. Но, боже мой, она само воплощение профессионализма, и он, очевидно, тоже. Это великолепно. Да, в таких случаях невозможно ошибиться. Это примерно... Знаете, в этой жизни, такой перевернутый с ног на голову, хот-дожной жизни, непредсказуемой. Похоже, мы подошли к концу этой реакции, да? Одна из немногих вещей, на которые вы можете рассчитывать, заключается в том, что выступление этих двоих всегда будет первоклассным. Да, ты прав. Это было потрясающе, ребята. Спасибо вам, что вы сообщили нам об этом выступлении. Мы вас всех любим. А на этом мой перевод заканчивается. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока.